Приветствую вас на канале Wow Nails Design. И в этом видео мне не терпится поделиться своим кайфом от вот такого морского летнего дизайна с ракушками и морем. Безумно красивого и залипательного, и в то же время очень легко и просто выполнимого. Сначала покажу 6 вариантов моря, а затем 2 вида ракушек и морскую звезду. Вариант первый. На прозрачный ноготок, укрепленный прозрачной базой для гель-лака, либо нарощенный прозрачным гелем, наношу йогуртовый гель-лак ванильного или песочного оттенка. Просушиваю 30 секунд и затем закрашиваю оставшуюся область синим витражным гель-лаком. Витраж наношу от кутикулы сначала кистью из флакона по диагонали, а затем кистью для подмалевков. Это круглая кисть в диаметре 1,5 мм. Дорабатываю границу, как мне необходимо. Просушиваю 30 секунд. И чтобы у кутикулы синий витраж был посочнее и насыщеннее, добавляю кутикулы и кистью для подмалевков растушевываю, растягиваю. Просушиваю также 30 секунд. Витраж и йогуртовый гель-лак имеют остаточную липкость, и на них хорошо ложится поталь фольга. Выкладываю небольшие кусочки по диагонали. Полностью я не закрываю эту границу. Разравниваю кистью, фиксирую 10 секунд в лампе. Эффект морской пены создам новиночкой. Сода-эффект – это такой прозрачный гель-лак с белыми хлопьями. Они есть цветные. Ссылки и название материалов найдете в описании под видео. Просушиваю 30 секунд и перекрываю ноготок выравнивающим слоем глянцевым топом без остаточной липкости. Если нужно, чтобы ноготок выровнять, переворачиваю. Топ просушиваю 60 секунд. Второй вариант. Все варианты моря делаю на прозрачные подложки. Это либо смоделированные прозрачные ногти, либо прозрачная база гель-лака. Также нанесла йогуртовый гель-лак песочного оттенка, просушила его 30 секунд, а тем временем на палитру наставила витражный гель-лак синего цвета и желтого. Я не нашла нигде рядом в магазинах бирюзового витража, и поэтому намешиваю синий и желтый. Получила такой вот бирюзовый или цвет морской волны. Наставлю каплю топа, чтобы мне намешать более прозрачный бирюзовый оттенок. Намешанным бирюзовым витражом и смешанным с топом, таким прозрачным, прокрашиваю по йогуртовому гель-лаку, по этому песочку, чуть ближе двигаясь к кутикуле, набираю уже более плотный, более насыщенный бирюзовый и закрашиваю им. У меня должен получиться плавный переход на йогуртовый гель-лак, это будущий песочек, и плавный переход между насыщенным бирюзовым витражом и вот этим полупрозрачным. Просушиваю 30 секунд. И от кутикулы наношу теперь уже синий витраж. Также кистью для подмалевков. Кисть должна быть очень мягкая, чтобы она не делала проплешины. Растягиваю на бирюзовый витраж этот синий, делая тем самым плавный переход. И просушиваю 30 секунд. На кольцо палитру, ссылку название найдете в описании под видео, наношу топ и белый плотный гель-лак. Овальной мягкой кистью смешиваю их между собой и наношу на ноготок в той области, где у меня прокрашено витражами, то есть где море. Не просушиваю, на жидкий вот этот полупрозрачный белый наставляю топом капли в хаотичном порядке разного размера. Капли топа начинают разъедать этот полупрозрачный белый, растекаются, и получаются такие разводы пены или волн на море. Чтобы топ гель-лак не затек ни в боковые валики, ни под кутикулу, пальчик клиентки переворачиваю, чтобы все это собралось в центр, и затем уже просушиваю 30 секунд и перекрываю ноготок глянцевым топом без остаточной липкости, выравнивающим слоем. Просушиваю топ 60 секунд. Третий вариант. Так же, как и в предыдущих вариантах, прозрачная подложка, йогуртовый гель-лак песочного оттенка, просушила 30 секунд и от кутикулы наношу бирюзовый витражный гель-лак. У кутикулы более прозрачный, далее 2-3 мм наношу уже более насыщенного бирюзового, растушевываю кистью гребешок для градиента. Просушиваю 30 секунд. И наношу синий витраж. Это будет стилизованный морской френч
В качестве ногтевого ложа будет море, а сам френч вот такой морской песочек. Свожу на нет этот синий, чтобы получить плавный переход от прозрачного бирюзового к синему. И просушиваю 30 секунд. На кольцо палитры наношу каплю топа, каплю белого гель-лака, перемешиваю мягкой овальной кистью. Нужно получить такой полупрозрачный белый. Если есть такой полупрозрачный белый гель-лак, то можно использовать его и ничего не смешивать. Наношу вдоль границы улыбки френча и прям на непросушенный этот полупрозрачный белый гель-лак переношу пену. Пену переношу и делаю верной кистью. Состав: обычная вода из-под крана и моющее средство для посуды, соотношение 2 к 1. Просушиваю дизайн 60 секунд и обтираю безворсовой салфеткой, смоченной в жидкости для обезжиривания ногтей. Вот такой результат у меня получился. Перекрываю ноготок глянцевым топом без остаточной липкости, слегка выравнивающим слоем. Топ просушиваю 1 минуту. Четвертый вариант. На кольцо палитры наношу каплю топа, каплю белого гель-лака и каплю бирюзового витража. Кистью гребешок набираю каждого цвета по чуть-чуть, сразу 3 цвета на кисть, и волнообразными движениями переношу на ноготок. На ноготке у меня уже полукругом область йогуртового песочного гель-лака, уже просушенная, и вот такими волнообразными движениями я переношу, прорисовывая тем самым море. Получается очень естественно и натурально, и красиво. В уголке прямо по мокрому добавлю синий витраж и также кистью растушую. Красиво получается, чем больше неоднородных таких оттенков: и синий, и светлый, темно-бирюзовый, и белые. Белые разводы напоминают пену, поэтому их стараюсь пустить по краю, по окантовке. Просушиваю 30 секунд и перекрываю ноготок глянцевым топом без липкого слоя, слегка выравнивая. Просушиваю топ 60 секунд. Пятый вариант. На мой взгляд, это наиболее залипательный вариант. Использовать буду карамельную кошку. Это кошачий глаз цвета такой шампанского. Магнитом собираю частички по центру ноготка, чтобы блик получился по центру. И просушиваю 30 секунд. Затем набираю на кисть гребешок, бирюзовый витраж, перемешанный с топом тот же витраж и белый гель-лак. Волнообразными движениями переношу эти разводы на ноготок, тем самым прорисовывая такое море. Добавляю синего витража, чтобы эти разводы еще больше были похожи на море. Добавляю побольше белого, поярче, по окантовке вот этих разводов. Таким образом получается действительно как пена, как волны. То есть по краю по окантовке более светлые, и внизу на свободном крае добавляю синего витража. Внутри под витражами переливается эта кошка. Просушиваю 30 секунд и перекрываю ноготок глянцевым топом без липкого слоя. Топ просушиваю 60 секунд. Чтобы этому дизайну придать еще больше натуральности и вкусности, спонжиком, а лучше какой-то пористой губкой и белой гель-пасты наставила вот таких вот крапушек, и у меня получилась пена или брызги вот такие морские. Просушиваю 30 секунд и дизайн готов. Вариант 6. Также буду использовать кошачий глаз, карамельную кошку. Нанесла полукругом на половину ноготка, ближе к свободному краю. Магнитами сделала блик по центру ноготка. Просушиваю этот кошачий глаз 30 секунд. И от кутикулы наношу синий витраж. Нанесла где-то 3-4 мм. Затем наношу бирюзовый намешанный витраж уже кистью для градиента гребешком. И затем 3-4 мм топа и кистью гребешок разметающими движениями перемешиваю цвета между собой, делая тем самым плавный градиент. Чтобы добиться более идеального градиента, стягивающими движениями домешиваю, смешиваю эти цвета между собой еще более тщательно. Вживую это реально выглядит еще более завораживающе, но думаю, даже на видео уже видно, что это действительно как горящий, переливающийся на солнце песок и красивое прозрачное море.
Градиент я просушила 30 секунд и полупрозрачный белый наношу на область моря. Полупрозрачный белый — это топ, смешанный с белым гель-лаком. Более плотный белый наношу таким волнообразным движением по контуру. Получается такая морская пена. И топом по жидкому этому белому полупрозрачному белому наставляю капли. Капли топа растекаются, и получается вот такие вот разводы, напоминающие то ли пузырьки, то ли пену, то ли волны морские. Несколько секунд жду, чтобы они лучше растеклись, больше. И просушиваю 30 секунд. И перекрываю ноготок глянцевым топом без остаточной липкости, слегка выравнивающим слоем. Капли топа имеют некоторую выпуклость рифления, поэтому ноготок необходимо немножко выровнять. Топ просушиваю 60 секунд. И я думаю, добрались до самого интересного. Делаем ракушки. С Алиэкспресс я заказала вот такие вот силиконовые формы. С помощью них даже самый безрукий мастер сможет достаточно легко и быстро сделать эти ракушки, наделать их заранее и затем уже устанавливать клиентам. Не нужно совершенно иметь никаких навыков художественных или скульптора. Все достаточно очень легко и просто. Такие вот красивые ракушечки, достаточно фактурные. Чтобы ракушки эти получились прочными, в них было как можно меньше воздуха. Им сам материал, который мы будем выкладывать в эти формы, перенял как можно больше всю вот эту текстуру и фактуру этих форм этой ракушки. Я выбрала конструирующий белый гель. Ссылку на название найдете в описании под видео. И нужно теперь аккуратно заполнить все эти формы. Никуда не заходим за периметр. Иначе, если где-то мы зайдем, это будут заусенцы, которые не так-то быстро потом и не так просто убрать. Поэтому делаем все аккуратно и не заходим за контур. Также стараемся контролировать, если необходимо, переворачиваем форму и смотрим, чтобы не было нигде пузырьков. Если будут пузырьки, это будут, значит, пробелы, проплешины в наших ракушках, и ракушки получатся корявые или как будто их кто-то погрыз. Я проверила, проконтролировала, что нигде нет никаких пузырьков воздуха, и просушила в лампе ровно 1 минуту. Затем вытираю липкий слой, убирая остаточную липкость, и аккуратно выдавливаю ракушки. Вот что у меня получилось. Видно, каждое рифление очень натурально выглядит. И самый наипростейший вариант с этими ракушками. Маленькую ракушечку поставлю просто в центре. Я промазала, прокрасила джемти гелем, он прозрачный, без остаточной липкости. Наставила по бокам жемчужин, обваляла золотые бульонки в этом геле и наставила вокруг, сделала как бы оправу. Таким образом лучше носятся и сами жемчужинки, и сама ракушка. Зафиксировала 10 секунд в лампе. Чтобы все хорошо носилось, этим же гелем обвела по контуру, прорисовав как бы бортик. Просушила 30 секунд. На палитру наставляю светло-коричневый, бежево-коричневый и темный шоколад. Буду придавать ракушке еще большую натуральность. Также поставлю полкапли неоново-розового и белого гель-лака. И не сильно тонкой кистью для подмалевков. Это круглая кисть шириной где-то 1,5 мм в диаметре. Раскрашиваю темно-коричневым, светло-коричневым ракушку, наношу пятнышки, полоски по периметру и у основания ракушки. Цветом темно-коричневым, темный шоколад, обвожу ракушку по периметру и как бы немножко растирая, прорисовывая тем самым такую тень, придавая еще больше объем визуально ракушке. Добавлю еще немножечко потемнее пятнышек. Пальчиком немножко как бы промокну, оботру, чтобы ребра ракушки остались светлыми белыми, а прожилки этот гель-лак попал именно только в ложбинки. Просушиваю 30 секунд, сниму липкий слой, так как прорисовывала я, раскрашивала ракушку гель-лаком, а он имеет остаточную липкость. Дизайн готов, а я покажу следующий вариант. В качестве основы взяла ноготок, где использовала мыльную пену.
На прозрачный джем-тигель я установила ракушку маленькую, стразик бирюзовый, либо на гель прозрачный без остаточной липкости, либо на очень густой топ также без остаточной липкости, чтобы он был прозрачный и густой, чтобы стразы не расплывались. Сделала обрамление в виде золотых бульонок, зафиксировала 10 секунд в лампе. И теперь буду раскрашивать саму ракушку. Темно-коричневым обвожу ее по периметру, растирая, прорисовываю таким образом тень. И затем уже светло-коричневым и чередуясь с темным наставляю полоски и пятнышки. Пальчиком обтираю. Получается у нас разного оттенка пятнышки в ложбинках и ребра самой ракушки светлые, так как пальчиком я их обтерла. Добавила чуть поярче темных полосок, зафиксировала 10 секунд, нанесу пару полосочек по ребрышкам, высветлю белым гель-лаком. И окончательно просушу 30 секунд, чтобы все 100% хорошо носилось и не протерлась ракушка. Прокрашу ее этим же гелем без остаточной липкости прозрачным. И вокруг по периметру стразы и бульонок также прорисую бортики. Просушиваю 60 секунд. Следующий вариант покажу с большой ракушкой. Промазала прозрачным джем-тигелем по центру по диагонали, установила ракушку и зафиксировала 10 секунд в лампе, чтобы она никуда не сместилась. И этим же гелем обрисовала бортики, чтобы не было нигде пустот. Зафиксировал также 10 секунд. Белой гель-пастой тонкой кистью прорисовываю полукруг. Так как шаблонная эта ракушка не имеет вот этого бортика, отворота, который есть у ракушек, нам придется искусственно его прорисовать, создать. Я обвела и раскрасила внутри этой гель-пасты. Вот что у меня получилось. Просушиваю, фиксирую 10 секунд и дублирую вот этот бортик отворот. Наношу еще больше тонкую такую полоску, но объемную. И просушиваю 10 секунд. Наставляю такие вот капельки, пупырышки. Таким образом получается как будто оборочка волнистая такая в этом месте ракушка. Гель-паста это очень хорошо быстро сохнет. Просушиваю 30 секунд и могу раскрашивать. Смешиваю белый, неоново-розовый и темно-коричневый. Получаю такой розово-коричневый. Им раскрашиваю вот это отверстие по центру ракушки. И вокруг него вот этот отворот, бортик. Фиксирую в лампе 10 секунд. Темно-коричневым обвожу по периметру ракушкой вот эти вот впадинки по диагонали. По периметру обвожу и растираю, тем самым прорисовывая тень, придавая визуально еще больше объем ракушки, еще большую живость и натуральность. Растираю темно-коричневый во впадинках и добавляю по левому боку, также растушевывая. Вот что получается. Ракушка уже выглядит достаточно объемно и натурально. Фиксирую в лампе 10 секунд. Светло-коричневым и темно-коричневым наставляю вот таким вот образом вдоль ракушки пятнышки. Растираю пальчиком, чтобы пятнышки эти были именно в рифлениях, в ложбинках. Добавлю чуть поярче пятнышек, но немножечко их растираю. И вот в этих ложбинках чуть более контрастно, потому что получилось сильно светло. И немножечко пятнышек чуть посветлее добавлю по выпуклым местам ракушки. Прям буквально 5-6 пятнышек. Просушиваю в лампе 30 секунд и добавлю немножечко стразиков и бульонок. У меня это белые опалы. И как оправу наставлю золотых бульонок.
Фиксирую в лампе 10 секунд. Глянцевым топом без остаточной липкости наставлю таких капелек по ракушке, чтобы она выглядела более рифленой. И по периметру обведу, прорисую такие бортики прозрачным гелем, чтобы бульонки и стразы хорошо носились. Просушила окончательно 60 секунд, и данный дизайн готов. И вот такой вот нюанс звезды из этих форм. Не нужно ее делать, потому что она сильно большая и плоская. Ее невозможно будет хорошо прикрепить на ноготок. И я решила с помощью белой гель-пасты прорисовать эту звезду. Рисую как букву А и соединяю уголки. Сначала прорисовала контур звезды, а затем уже наставляю по центру объем этой гель-пасты, распределяю ее по уголкам. Если необходимо, немножечко добавляю, распределяю от центра к уголкам. Просушиваю 30 секунд. Небольшим, достаточно узким дотсом наставляю 5 вот таких пупырочек, точек. Фиксирую в лампе 10 секунд. Если необходимо, добавлю объема, продублирую. И совсем-совсем маленькие точечки, где-то 2-3 точки, наставляю по кончикам этой звезды. Получается 5 в центре крупных и по кончикам совсем-совсем мелких. Просушиваю 30 секунд и могу раскрашивать. Бежево-коричневым раскрашиваю в центре, стараюсь раскрасить между вот этих выпуклых пупырок. Если нужно, обтираю, то есть выпуклые места должны остаться светлыми, а углубления быть раскрашенными. Фиксирую 10 секунд в лампе. Темно-коричневым обрисовываю по периметру у основания, ближе к центру звезды, растирая. Таким образом получается тень, и сразу видно, появился объем у этой звездочки, она действительно становится как живая. Темно-коричневым слегка наставила точечек, пятнышек в центре и просушила 30 секунд. На прозрачный GMT гель также установлю пару стразиков и жемчужинку, обрамляя золотыми бульонками. Досушиваю окончательный дизайн 60 секунд. И морская подборочка готова. Надеюсь, мне хватит времени. Еще очень много живности морских дизайнов. Обязательно я покажу в своих видео. А я надеюсь, это видео вам было полезным и понравилось. Не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно. А также подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные идеи. И до новых встреч!